И энтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, на данный момент нужно поставить лайк, комментарий, подписочку, потому как нужна ваша поддержка и активность. Если вам нравится контент, ставим лайк, если мне не нравится, ставим дизлайк. Ну и, конечно же, комментируем, что вас именно интересует. Какие альткоины или еще что-то посмотреть, там писали за индикаторы. Могу, конечно же, вам дать доступ к индикаторам, вступайте в приватный канал. Ну, он бесплатный, можно так сказать. Будь рефералом на любой из бирж, и дам тебе полностью разъяснение. Итак, ну что у нас? Биток плюс 1%, эфириум 0,6. Ну, мурыжит, короче говоря. Этот цикл у нас отымел просто всех. Просто всех отымел, как говорил неоднократно Снежинка у нас в комментариях на ютубе, то, что типа это цикл обнуления. Да, так и есть, это цикл обнуления, и это левосторонний цикл, потому как биток пошел на свой перехай прошлого цикла до халвинга битка. До халвинга битка, и по всей видимости, демократы куда-то спешили, им нужно, по всей видимости, было устроить ралли. Все ожидали, что 520 дней после халвинга битка будет у нас ралли с ралли на крипте, но нет, они устроили эйфорию буквально в марте 2024 года, и все. Выборочные альткоины дальше потом отстреляли, и как только пришел Трамп, все, сразу началось шортовое настроение на рынке, сразу нужно было шортить. И большинство альткоинов просто укатались. За исключением Zcash. Zcash у нас сегодня обновляет свой исторический хай. $378 86. Здесь было чуть меньше. Вот так вот. Попер Zcash. За месяц буквально дал 10 иксов. Если мы посмотрим, здесь было накопление в диапазоне 29, там 40, например. Сейчас уже 378. Так что... Zcash просто шмалит палками. Что у нас по поводу битка? Здесь у нас на биткоине, на месячном графике не сломлена медвежья дивергенция. Вот мы видим то, что здесь была эйфория первая на биткоине до халвинга битка. И медвежий дивер у нас так и остается. Не сломлена дивергенция, и буквально вот на этом месяце у нас есть первое подтверждение, что мы идем еще ниже, и доходность по биткоину уменьшается. За 12 месяцев мы можем с вами увидеть то, что выхлоп по биточку уже буквально 20%. Ну, блин, уже можно, конечно же, бабло заработать и в банке. Даже здесь не 20%, а уже 17,97. В принципе, вот так вот. Выхлоп уменьшается, и разворот по биткоину где-то уже близко. Потому как 3 года роста, 4-й год медвежки. Тоже аналогичная ситуация. 3 года роста, 19, 20, 21 медвежка. Ну и там... 13-й год аналогичная ситуация была. Здесь просто нужно увеличивать это все дело. В принципе, вот так вот. Так что биток где-то здесь уже рядом на развороте. Разве что спотовый биткоин ETF, конечно же, позволит сломать эту медвежью структуру, и биток улетит на 200 тысяч долларов. Может такое произойти. Я это не исключаю. Но разворот на медвежку очень близко. И я буду в этом... Я буду в каждом видео говорить об этом, потому как медвежка это просто трэш, она просто беспощадная, и она укатает ваш депозит. Даже вот мой депозит из альткоинов, он страдает, некоторые альткоины я там пофиксил, сегодня ночью еще зафиксировал некоторые альткоины, пишу в телеграм-канале, кому интересно, телега в описании под видео. Здесь у нас была чашка с ручкой, все у нас здесь в принципе отработало. И бычка по биткоину завершается. Одно только не нравится то, что у нас сильнейшая раскорреляция битка относительно альты. И доминация тому подтверждение. Сейчас, например, доминация 59,96. Но это просто капец. Это просто капец. Доминация 59,96. Ну, смотрите. Испепеление, просто-напросто испепеление альтов. Если мы увидели даже альтсезон вот здесь вот в боковом движении доминации битка, это было до халвинга битка, шикарнейшие тренды по альте были, шикарнейшие тренды, то в дальнейшем
в дальнейшем мы с вами увидели намного меньше альт-сезон уже при падении доминации битка. Вот здесь, вот тут уже доминация битка падала примерно на 12%, если по фитилям померить. И интересно, как всех обманули. Казалось бы, да, доминация не падает альт-сезон, а что будет делаться, твориться на этом рынке, если только начнет падать доминация. И здесь доминация битка упала, и альткоины, особенно новички, вообще ничего не показали. Была бычка только у создателей. Они выпускали монеты с огромными капитализациями и просто вниз. Выпустили монету с огромной капитализацией и просто вниз. Бьют ее по стакану и все. Нужно шортить. Нужно шортить и не быть заложником, конечно же, холдером альткоинов. Это цикл этому... Ну, этот цикл в этом цикле это показал, как говорил Ридван. А здесь вот, например, доминация битка упала еще сильнее, чем в декабре. Но альт-сезон вообще не состоялся. Только движение эфириума. И все. И BNB, можно так сказать. И то, Zcash даже у нас растет на растущей доминации битка. Вот. 4, вернее, какие здесь 4? У нас здесь 7 недель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 недель растущей доминации. И что мы видим? Буквально эта неделя, казалось бы, да, в четверг еще была красная свеча, сейчас у нас зеленая. Продолжают дальше двигать домку, и домка, конечно же, не повторяет цикличность, как это было в 2021 году, как это было в 2017 году. Не повторяет, потому как мы... После халвинга биткоина, смотрите, халвинг биткоина и падение доминации нащупало свое дно 595 дней. Здесь у нас, например, после халвинга биткоина и падения доминации нащупалось дно 392 дня. И здесь у нас халвинг биткоина произошел. И мы еще даже, ну не знаю, может мы уже здесь и нащупали дно по падению доминации. Кто знает, пишите в комментариях под видео. И вот эти вот 10% и был тот самый альт-сезон. Но даже вот с текущей ситуацией, вот мы стоим там вот, уже 567 дней. 567 дней. На 1,5 года больше, чем... Вернее, на целый год больше, чем в прошлых циклах. Цикличность на рынке, можно так сказать, что сломлена. Индикаторы, они не работают. Писали за хэшрибанс в канале с таким подкольным комментарием ехидным, типа, ну что, где твой хэшрибанс? Ну что, хэшрибанс давал сигнал в диапазоне по биткоину 118 тысяч долларов. И в принципе, если он даже и давал ниже, вот здесь вот это было в июле, 118 тысяч долларов, то у нас здесь вот было обновление вершины. 10% движения битка состоялось. Но это маловато для хэшрибанса. Мало ли, может, действительно цикл растянули, и все движение еще впереди. Нас так конкретно всех мурыжат. И еще когда у нас был слив 10 октября, я сказал, что нету никакого быстрого откупа. Маржинальщиков сбрили. Сейчас будут мурыжить всех временем, потому как все уверовали то, что дальнейший будет рост. После этого бритья, типа дальше рост, туда-сюда, да. Но сейчас я думаю, что будут мурыжить уже временем. Временем будут мурыжить. И подтверждение тому эфириум лонги. Нету у нас никаких эфириум лонгов. Они у нас закрылись буквально вот летом, в августе месяце. Эфириум перестал расти с того момента. Многие смеялись. Все там кричали мне в комментарии, что эти эфириум лонги в 2017 году не было этих графиков, никто на это не полагался и был и бейший рост. Ну вот мы видим с вами бейший рост, вернее в 2017 году не было фьючерсной торговли. А если даже она была и в 2021 году, то она была не так сильно развита, как сейчас. Вот. И мы видим то, что нету лонгов по эфиру, все, рост закончился. Куда расти? Зато у нас есть шорты по эфириуму, ребятки. А падать есть куда эфириуму. Падать есть куда, потому как еще и шорты у нас, смотрите, как шикарно открыты. Если мы посмотрим на недельки, они даже и не закрывались. И падать есть куда. Падать есть куда. А шорты у нас, в принципе, вот август 22 год.
шикарно отрабатывали шорты. Может это у нас глобальный шорт, набирается на всю медвежку, а может это локальный, который быстро, конечно же, и закроется. Посмотрим, понаблюдаем. Но здесь тренд уже приостановился, хотелось бы увидеть здесь закрытие шортов и открытие лонгов, тогда у нас ситуация немножко поправится на рынке этом. Что касательно графика золота к биткоину, в принципе, золото к биткоину, то у нас здесь показывает слабость на месячном интервале. Изначально биткоин, конечно же, у нас давал сильнейшую прибыль. Это у нас перевернутый график. Здесь была сильнейшая прибыль. И золото относительно битка слабело по выхлопу. Сейчас мы видим то, что уже другая ситуация. В дальнейшем, я думаю, что на крипторынке будет намного сложнее заработать. Может быть такое, что в следующих циклах биток вообще может будет давать 2-3 икса, и все, и зоны накопления будут очень длительные. Я думаю, что это был последний цикл, на котором можно было заработать на крипторынке, но накупив разные альткоины, мы не поймали ту самую ракету, типа как Zcash или еще какую-то. Ну, есть исключения, там Solana, Pepe, например. Вот что. Ну, и мы здесь видим то, что просто-напросто уже доходность конкретно падает. И в этом цикле очень маленькая доходность. С 23 года здесь у нас уже было намного меньше доходность, 69%. И в принципе, здесь, по всей видимости, уже заканчивается тренд биткоина. Видно даже по данному графику то, что тренд битка заканчивается. У нас здесь есть сильнейшая перегретость на RSI. Скоро медвежка. Что еще говорить? Одно только нету альтсезона. Вот что. Альтсезона нету. И Russell 2000 нам подсказывает то, что в принципе альтсезона пока что нету. И Russell 2000 нам подсказывает то, что в принципе у нас нету того самого движения, которого мы хотим увидеть. И здесь мы видим откат. На этой неделе, особенно с движением по ФРС, мы видим то, что у нас неделя, опять же, по Russell 2000 откат. Выглядело здесь все это дело по бычьи. Вроде бы, да, такое поджатие. Казалось бы, ну, давайте скоро, и мы здесь сделаем пробитие. То на данный момент у нас, здесь формируется пока что такой вот восходящий какой-то канал, но пробития нету. Russell 2000 у нас откатывает, а нам нужно наоборот увидеть силу и движение вот сюда, хотя бы на 2800 пунктов. В принципе, вот так вот. Russell 2000 у нас пока что не растет. И альтсезона у нас пока что нету. Но посмотрим, понаблюдаем. То, что биток у нас действительно подтверждает уже медвежье движение. Это уже даже видно на Stock to Flow. И здесь за 12 лет уже видно, что пузырь сильно надут. И вероятность того, что мы шлепнемся вниз, ну просто огромная. Притом покупателей нету, а продавцов очень много. Многие пришли ко мне на канал 2023-2024 год. Еще 2023 год у нас не было роста, а 2024 год все покупали. Все покупали. Все думали, что будет дальше рост. Мы покупаем. Вы себе представьте. И биток покупает в диапазоне 100 тысяч долларов, когда он стоит на своих исторических максимумах. А вы себя поставьте на место манипулятора. Кому они будут продавать биток, если биток уйдет в диапазон 200-180 тысяч долларов? Где здесь найти покупателя? Здесь будут все продавать. Все будут продавать. Так же само альткоины. Если все покупали альткоины в 2024 году, значит кто-то вам их продавал. Кому они будут их продавать, если они, допустим, закинут Aptos в диапазон 70 долларов? Кому? Что это должно такое произойти, чтобы кто-то покупал Aptos по 70 долларов? Там не будет никто его покупать по 70 долларов, потому как его уже купили по 18, по 15, по 20. Он уже распродан. Теперь только вниз. Все.
Продали, дальше вниз можно давить, и там дальше вообще его можно, даже манипулятор его может не покупать. А почему он может его не? Потому что он может сделать делистинг его, как и ряд других монет, которые они провели делистинги на протяжении вот 1,5 года. В принципе, вот так вот. И такие монеты у меня тоже есть в портфеле. Да, конечно же, хочется, чтобы биток у нас вырос в диапазон 200к баксов. Будем надеяться на это, потому как надежда, как говорится, умирает последняя. Но майнеры нам говорят иное. Майнеры нам говорят иное. Кто у нас занимается майнингом? Разрисуйте ситуацию. Смотрите, майнеры, график майнеров нам подсказывает о том, что пик уже пройден. Красная зона — это погружение вниз. Красная зона — погружение вниз. Красная зона — погружение вниз. Красная зона — погружение вниз. Все, пик практически пройден. Да, хочется нам роста, но его нету. По временному интервалу мы уже затянули все это дело. Мы год стоим в диапазоне 100 тысяч долларов по биткоину. Очень ситуация сложная. Вот что. Ну, одно только, нету альтсезона высокорисковых активов. Биток у нас вырос. Эфириум, в принципе, 3 волны показал. BNB выросла, XRP выросла, Solana выросла. Dogecoin не вырос, Tron вырос. Hyperliquid вырос, молодой проект. Bitcoin Cash давал рост. XLM тоже давал рост. Sui дал хороший рост, практически 10 иксов. Litecoin у нас не вырос. Zcash дал, 10 иксов с дна. Нормально, в принципе. Вот, в принципе, вот так вот. Монетки бирж тоже выросли. MNT, CRO, например. Выросли монеты. Мемкоины тоже росли у нас. ОКБ росла, БГБ росла монетка. Мемкоины росли, Пепа росла, например. Аптос 3.27, да? Казалось бы. Я его продавал по $5,5. Многие говорили, зачем ты продаешь? Ну вот, пожалуйста. В принципе, вот так вот. Такие вот у нас дела с крипторынком. Я надеюсь, что все-таки может у нас, так как есть раскорреляция по крипторынку, биток рос, альта особо не росла, может мы в дальнейшем и увидим какой-то рост альткоинов. Посмотрим, понаблюдаем. Может у нас все получится, может еще какие-то альты вырастут. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.